Всем привет! Сегодня приготовим мандариновое варенье. Ароматное, вкусное и яркое. Приготовление несложное. Все мандарины хорошо моем и чистим от кожуры. Всего понадобится 1,5 килограмма мандаринов. Мандариновую кожуру складываем в отдельную миску. К мандариновой кожуре насыпаем 1 столовую ложку соды. Заливаем водой и немного перемешиваем. Сода добавляется для того, чтобы кожура стала более мягкой и лучше разваривалась. Оставляем кожуру в соде с водой на 30 минут. Мандарины очищаем от белых прожилок, чтобы варенье не горчило. Также, если попадаются косточки, их тоже нужно удалить. Мандариновую кожуру вынимаем из содового раствора. Обязательно ее хорошо промываем чистой водой несколько раз. Уже промытые мандариновые шкурки кладем в кастрюлю и заливаем водой. Накрываем крышкой и ставим на плиту. После закипания варим шкурки 5 минут и вынимаем их в отдельную емкость. В кастрюлю наливаем чистую воду и доводим ее до кипения. Как только вода закипит, кладем в нее мандариновые шкурки. Опять варим 5 минут. Мандариновую кожуру вынимаем, а воду выливаем. Это делается для того, чтобы убрать горечь. В кастрюлю кладем подготовленную мандариновую кожуру и насыпаем часть сахара. Сюда же кладем уже очищенные дольки мандарина. Засыпаем остальной сахар. Всего понадобится 700 грамм сахара. Все ставим на плиту. Варим на маленьком огне, постоянно перемешивая и немного раздавливая мандариновые дольки, чтобы они пустили сок. Перемешивать нужно часто, чтобы ничего не пригорело. Когда появится много сока и смесь закипит, варим ее на огне чуть меньше среднего, примерно 30 минут. Прошло 30 минут. Снимаем кастрюлю с огня. Все пюрируем погружным блендером. Должна получиться однородная пюреобразная масса. Варенье обратно ставим на плиту. Варим на маленьком огне. Очень важно постоянно перемешивать, чтобы ничего не пригорело. Варим, пока варенье не загустеет. Мне понадобилось примерно 30 минут. Время очень сильно зависит от того, насколько широкая у вас кастрюля, в которой варится варенье. В широкой кастрюле быстрее испаряется влага и варенье быстрее загустеет. На тарелку кладем ложку уже готового варенья и даем ему остыть пару минут. Смотрим на консистенцию. Если она вас устраивает, то берем лимон, моем и разрезаем его пополам. Выдавливаем сок из половины лимона. Лимонный сок выливаем в мандариновое варенье. Все перемешиваем и варим еще 5 минут. По желанию можно добавить сок из целого лимона. Варенье готово. Перекладываем его в стерилизованные банки. Из этого количества мандаринов у меня получилось 2 пол-литровых банки варенья и небольшая пиалочка.
Варенье из мандаринов получилось очень красивым, ароматным и вкусным. В сезон мандаринов обязательно приготовьте себе пару баночек этого необычного лакомства. Вторым приготовим очень быстрый десерт с зефиром. Готовится он буквально 10 минут. Такой десерт сможет приготовить каждый на любой праздник или просто так. Сначала подготовим ингредиенты. Зефир разделяем на половинки. Половинки зефира нарезаем небольшими кубиками. Всего понадобится 5 зефиров. 4 киви чистим от шкурки. Подготовленное киви тоже нарезаем кубиками. 4-5 мандаринов чистим и разделяем на дольки. Дольки мандаринов нарезаем на кусочки. Складываем десерт. На дно креманки кладем первый слой зефира. На зефир наливаем небольшое количество сметаны. Я использовала 20%. Следующим слоем выкладываем нарезанные киви. Кладем второй слой зефира. Сверху поливаем сметаной. Всего для десертов понадобится 150 грамм сметаны. И последним слоем выкладываем кусочки мандаринов. Также фрукты можно использовать другие, например, апельсины или бананы. Для него прекрасно подходят и ягоды, даже замороженные. В качестве украшения я кладу на мандарины еще несколько кусочков киви. Из этого количества ингредиентов получилось 4 креманки десерта по 300 мл. Десерт готов. Такой десерт можно подавать сразу или поставить в холодильник настаиваться примерно на 1 час. В любом случае десерт будет вкусным. В этом десерте прекрасно сочетается воздушный зефир с кисло-сладкими фруктами. Обязательно его приготовьте, это очень просто.